Всем привет, с вами проект 7 причин сорваться в. И первый город, куда мы сорвемся, солнечный Шымкент. Let's go. Это самый большой в стране дендропарк. Добро пожаловать в Чимкент. Какой-то киоск информационный. Посмотрим, что они нам подскажут. Я же забыл, мы же в Чимкенте. Когда работает, режим, где все это? Ну, красиво сделано, но не работает. Это всегда такой волнительный момент, не знаешь, какой тебе номер попадется. О, неплохо. Неплохо. Надо кондер включить, жара. Первая причина, ради которой стоит приехать в Шымкент, это вкусная и дешевая кухня. Зайдем вот в любой ресторан, ну, ресторан, это громко сказано, и узнаем, что здесь. Ассаламу алейкум. Вау, вот это конечно. Алейкум ассалам. Науни? Авокадо? Нет, морковка. А, морковка? Ничего себе, морковка как авокадо. Круто. Плов, хочу плов. От души плов. Ассаламу алейкум. Ну что, попробуем легендарный чимкентский шашлык. Екуждили тенге? 250. Хорошо, очень хорошо. Ну а теперь плов. Это не может стоить 500 тенге. Не может. Но в Чимкенте все возможно. Очень вкусно поели, и за четверых мы заплатили всего лишь 5000 тенге. Вы знаете, что я думаю? Экспо нужно было проводить в Чимкенте. Люди, как минимум, бы вкусно поели бы по доступной цене. Вторая причина, ради которой стоит сорваться в Шымкент, это самый большой в стране дендропарк. Кіру қаншадан? 23 теңге? Нақ қымбат солай? Бұрын 21 теңге болды ғой бұрын? МРП өзгерген сайын өзгереді. МРП-ға байланысты ма? Екеу беріңізші. Дендропарк был основан в 1979 году, и здесь находится более 600 видов растений. Дендропарк – это излюбленное место молодоженов и всех влюбленных. Ну, уже замочков немало здесь навешали. Нурбол плюс Алтынай, Толкан плюс Баха плюс Фариза. А плюс М. Ребят, заведите твиттер, а напишите там, зачем это все портить, а? Кусочек Санта-Барбары. Дендропарк оставляет приятное впечатление. Здесь так спокойно, не суетливо, как-то не по-чимкенски даже. Но здесь очень жарко и душно, и постоянно хочется пить. И местные нам подсказали, что где-то в городе разливают прекраснейший квас от Барно. Любопытно. Поехали попьем. Здрасте. Почем у вас кружка? 0,5 100 тенге, 0,370. 100 тенге. Две кружки. Ох, какая у вас технология. Пожалуйста. Попробуем? Пожалуйста.
И в этот момент я понял, что квас от Барно – это лучшее, что могло произойти со мной в этот вечер. В комментариях вы писали, что обязательно в Чимкенте нужно попробовать мороженое в микрорайоне Север. Судя по очереди, видно, что оно очень вкусное. Будем занимать очередь. Мне кажется, я начал понимать, почему чимкенцы в этой жизни многого добиваются. Такие очереди воспитывают в тебе выносливость и целеустремленность. Мороженое. Вот их фишка. Ну что, в мороженом я разбираюсь. Попробуем. Вкусно, но ожидания, конечно, у меня было больше. Уж сильно распиаренное. Но можно. Мне кажется, я понял, в чем фишка этого мороженого. Его просто очень много. На часах 5:30, а температура воздуха 42 градуса по Цельсию. Нереальная жара, но в городе есть место, где люди могут охладиться, остудиться, и оно называется Хош-Харата. Народу очень много, и все это мне напоминает пляж Ипанема в Рио-де-Жанейро. Только не хватает океана и бразильянок. Я поддался стадному инстинкту и решил вместе с чимкенским коллективом искупаться в этой холодной речке. Но единственное, с чем я столкнулся, с проблемой, невозможно было переодеть в плавки. Нет ни одной кабиночки. Пришлось идти в кусты, как в детстве, за полотенчиком. Акимат, это вам на размышление. Пару кабиночек, 200-400 тысяч тенге максимум, но столько счастья. Как учила Сара Алпысовна Назарбаева по методу Порфирия Иванова. Мы находимся у подножия горы Казгырт. Именно здесь расположен священный камень Адама и Евы. Камень разделен на две части и имеет очень узкую щель. Если вы пройдете через эту щель, то значит вы святой. А если нет, то ваша душа грешная. Ну что ж, поучаствуем в этом грех-контроле. Люди не идут ради того, чтобы их желания исполнились. Есть. Аллилуйя. Удалось пройти между этими камнями. Нам запретили снимать, но не уточнили, на какую камеру. GoPro выручает. У многих Шымкент ассоциируется с жаркой и пустынной местностью, но это не так. Буквально в 50 километрах начинается прекрасный горный хребет Тяньшань, и урочище Бургулюк тому подтверждение. Для любителей горного отдыха это прекрасная возможность переночевать здесь и походить по горным тропам. Но, кстати, еще и можно позаниматься альпинизмом.
Ой, как классно переночевать в горах. Но мы этого не сделали. Поехали дальше. Еще одно место, которое стоит посетить в Южно-Казахстанской области, это национальный заповедник Ах-Су-Жабагылы. Мы хотели пойти дикарями, но местные сказали, что сейчас у медведей брачный сезон и не хочется быть медведицей, поэтому решили просто полетать. Полетаем. Если вы окажетесь в жаркое лето в Бейдвикском районе и захотите тенька, езжайте в святыню Ах-Мешит, там этой тени очень много. Просто невероятное место, фантастика. Сложно представить, что такое место есть у нас в Казахстане. Я думаю, если здесь проживали древние люди, а они здесь проживали, то это были самые элитные апартаменты. Так сказать, лакшери. Я уверен, миллионы жителей нашей страны не знают об этом месте, поэтому расскажите об этом видео вашим друзьям. Отправьте им ссылочку. Ну, как минимум, лайкните это видео. Одна из причин, по которой вы обязательно должны посетить Шымкент, это святыня Ах-Мешит. Так не хочется отсюда выезжать, потому что здесь прохладно, максимум 25 градусов, а там выше плюс 40. Но нужно ехать дальше и искать еще причины, ради которых стоит приехать в Шымкент. Столица древних тюрков – Туркестан. В 160 километрах от города Шымкент расположена еще одна причина посетить этот регион – мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи. Так сказать, наш ответ великим моголам на Тадж-Махал. Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи как вишенка на торте путешественника по этим краям. Можно 1000 раз увидеть его на картинках и на видео, но я советую увидеть его вживую, прикоснуться к нашей истории и поразиться архитектурой наших предков. Если верить Википедии, то этому зданию 630 лет. Этих бы строителей да восстану. 2,5 дня совсем не хватило для того, чтобы увидеть все красоты Шымкента и его окрестностей. Но того, что мы увидели, хватило, чтобы осознать, как мало мы знаем о стране, в которой живем. В поисках чудесных мест планеты мы рвемся куда-то далеко, хотя под боком есть немало удивительных мест, богатые историями и легендами. Мы показали вам 6 причин, и вы спросите, а где же 7-я причина? И вопреки всем стереотипам, 7-я причина – это сами шымкентцы. Этот добрый и гостеприимный народ не оставит равнодушным никого.
Они всегда готовы помочь, подсказать, накормить и откликнуться на любую просьбу ради улыбки гостя. Спасибо, Шымкент. До новых встреч. Ведь у тебя есть еще много загадок, ради которых стоит вернуться. Подведем резюме. Шымкент реально стоит того, чтобы посетить даже в самое жаркое время года. И на это есть как минимум 7 причин. И если вы все же решили сорваться в этот город, то рекомендую вам покупать авиабилеты на сайте santofay.com, где самые дешевые и доступные цены. Если вам понравилось это видео и вы за то, чтобы отечественный туризм развивался, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много чего будет интересного.